Добрый день! С вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Это вторая часть мастер-класса по вязанию бычка Лютика. Тело у нас уже есть, а сегодня подготовим все остальные детали игрушки. Дальше займемся мордочкой, ну или носиком, кому как удобнее. Итак, берем пряжу белого цвета и, сделав узелок, наберем 11 воздушных петелек. 1, 2, 3, 11. Получилась цепочка. Дальше вяжем первый ряд и, начиная со второй воздушной петли от крючка, провязываем сначала 9 столбиков без накида. Теперь в последнюю 11-ю воздушную петлю вяжем сразу 3 столбика без накида. Переходим на другую сторону цепочки и провязываем 8 столбиков без накида. Ну и во вторую воздушную петлю вяжем сразу 2 столбика без накида или делаем прибавку. Связали первый ряд, теперь берем нить контрастного цвета и прокладываем ее. В этом ряду у нас должно было получиться 22 столбика без накида. Вяжем второй ряд и сначала делаем одну прибавку, затем провязываем 8 столбиков без накида. Дальше делаем 3 прибавки подряд. Опять вяжем 8 столбиков без накида. И делаем 2 прибавки подряд. В этом ряду у нас должно было получиться 28 столбиков без накида. Вяжем третий ряд. 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 7 раз. Четвертый ряд. 35 столбиков без накида подряд. Пятый ряд. 5 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 5 раз. Шестой ряд. 30 столбиков без накида подряд. Ну и последний, 7-й ряд.
4 столбика без накида, 1 убавка, повторить 5 раз. В конце делаем 1 соединительный столбик и заканчиваем вязание. Обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания этой детали к телу игрушки. Вытягиваем ниточку и вынимаем нить контрастного цвета. Все, носик готов. Пока мы его не набиваем наполнителем. Дальше займемся рогами. Один рог я уже подготовила. Он коричневого цвета, немного изогнутый. Свяжем второй рог вместе. Берем пряжу коричневого цвета и вяжем первый ряд. 4 столбика без накида в кольцо амигуруми. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия, и прокладываем нить контрастного цвета. Второй ряд. 4 столбика без накида подряд. Делаем это так, чтобы сразу вывернуть деталь. Третий ряд. 1 прибавка, а затем 3 столбика без накида. Четвертый ряд. 1 прибавка, 4 столбика без накида. Пятый ряд. Прибавка, 5 столбиков без накида. Шестой ряд. Прибавка, 6 столбиков без накида. Седьмой ряд. Прибавка, 7 столбиков без накида. Теперь давайте спрячем хвостик от кольца амигуруми, чтобы он нам не мешал. Восьмой ряд. Вяжем по схеме. 1 прибавка, 3 столбика без накида, 1 убавка, 3 столбика без накида. Делаем 1 прибавку. Дальше вяжем 3 столбика без накида. Делаем 1 убавку. 3 столбика без накида. И 8-й ряд закончен.
Дальше вяжем 9 ряд, 9 столбиков без накида подряд. Десятый ряд вяжем так же, как и 8, по схеме 1 прибавка, 3 столбика без накида, 1 убавка, 3 столбика без накида. Ну и последний, 11 ряд, 9 столбиков без накида подряд. В конце делаем 1 соединительный столбик и заканчиваем вязание. Обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания рогов к голове игрушки. Вытягиваем ниточку и вынимаем нить контрастного цвета. Вот что у нас получилось. Теперь необходимо набить деталь наполнителем. И у нас есть рога. Теперь займемся ушками. Как всегда, одно я уже подготовила. Оно коричневого цвета в виде лепестка. Это лицевая сторона, а это изнаночная. Ушко имеет 2 хвостика. Для более легкого присоединения его к игрушке свяжем второе ушко вместе. Берем пряжу коричневого цвета и, оставив хвостик примерно 10-15 сантиметров, делаем узелочек. А затем набираем 10 воздушных петелек. 1, 2, 3, 10. Получилась цепочка. Далее, начиная с 4 воздушной петли от крючка, сначала провязываем 3 столбика с 2 накидами. Затем вяжем 2 столбика с 1 накидом. Потом 1 столбик без накида. И в последнюю 10-ю воздушную петлю вяжем 1 соединительный столбик. Далее набираем 2 воздушные петли. Переходим на другую сторону цепочки и опять же в 10-ю воздушную петлю провязываем 1 соединительный столбик. Дальше вяжем 1 столбик без накида, при этом начинаем ввязывать первоначальный хвостик. Далее вяжем 2 столбика с 1 накидом. И 3 столбика с 2 накидами. Ну и в конце сделаем 1 соединительный столбик во 2-ю воздушную петлю. Вот сюда.
Все, обрезаем ниточку, оставив хвостик. Обратите внимание, первоначальный хвостик вышел к конечному. Чуть-чуть его подтянем. Второе ушко готово. Теперь у нас есть два ушка с двумя хвостиками. Ну и осталось нам только связать 4 ножки. 3 из них уже готовы. Кончики у них коричневого цвета, это копыта, а сами они белые. Вяжутся очень просто и быстро. Давайте займемся 4 ножкой вместе. Сначала берем пряжу коричневого цвета и вяжем первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Стягиваем кольцо и дальше вяжем 2 ряда по 6 столбиков без накида в каждом. Последний столбик без накида 3-го ряда провязываем не до конца, чтобы сменить цвет пряжи. Берем пряжу белого цвета и ею довязываем этот столбик, а пряжу коричневого цвета обрезаем. Ну и теперь, чтобы не запутаться во всех этих хвостиках, давайте обрежем хвостик от кольца амигуруми, чтобы он нам не мешал. Теперь подтянем ниточки и далее вяжем 6 рядов по 6 столбиков без накида в каждом уже пряжей белого цвета. При этом хвостики ввязываем. В конце делаем один соединительный столбик и заканчиваем вязание. Обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания ноги к телу игрушки. Все, ножка готова. Теперь у нас есть 4 такие ножки. Наполнителем их не набиваем. Таким образом, мы с вами связали все детали для бычка Лютика. У нас есть тело, носик, рога, ушки и ножки. На сегодня это все. Ну а в 3-й части мастер-класса мы займемся сборкой и полностью закончим с нашей игрушкой. Чтобы не пропустить новое видео, обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!